Вот такие вкусные булочки с сыром я сегодня приготовил к чаю. Выглядит аппетитно, а получилось обалденно вкусно тоже. А если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, и я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Я очень давно не занимался выпечкой дрожжевого теста. Именно я сегодня решил сделать булочки с сыром. У нас в семье это любят, и что-то так захотелось, и я решил это сделать и с вами поделиться методом приготовления этих булочек. Все составляющие ингредиенты для теста я подпишу под видео, чтобы вам было легче ориентироваться. А чтобы время не терять, покажу, что и как я буду делать, что я буду замешивать. Итак, практически все, что мне надо для теста, здесь у меня на столе приготовлено. Здесь у меня муку, я добавил немного порошок пекарный. Сейчас я так перемешаю вилочкой. Хорошо. Буду пользоваться планетарным миксером. Миксер у меня был на веранде, там холодно, так что я залил горячей водой, немножко прогрел. И теперь я сюда засыпаю, добавляю молоко теплое. Сюда же добавляю масло топленое, сахар с солью. Отправляю муку. Все это просеяно. Одно яйцо. И здесь у меня живые дрожжи просыпаются. Я добавил сюда живые дрожжи, также добавил сюда немножко молока от количества молока и немножко сахара от количества сахара и немножко муки от количества муки. И так сверху мы заливаем. Перенесем все это в миксер. И дадим замешиваться минут 10. Начинаю с маленьких оборотов, и там обороты я увеличиваю. Итак, тесто у меня вымешивалось здесь 10 минут. И теперь мы это тесто перенесем в форму или миску, чтобы оно у нас подходило. Здесь у меня миска уже посыплена немножко мукою и немножко попрыскал пекарным маслом тоже, чтобы нигде ничего не приставало. И перенесем все это сюда. Так. Сейчас посыплю немножко мукою сверху. Накрываем чистеньким полотенчиком. И отправляем в теплое место, пускай подходит. Итак, настало время работать с тестом. Немножечко добавлю сюда муки на стол. Совсем чуть-чуть присыплю. Вот так я лопаткой всегда прохожу, чтобы пропылилось. Вот. Тесто у меня уже поднялось дважды. Я работаю с маленьким количеством теста. Из-за этого я только возьму сейчас половину. Эту половину обратно мы отправляем туда в миску. А эту половину еще раз пополам сделаем. Не знаю, это от количества, от сорта муки зависит, потому что сегодня у меня тесто такое жидковатое получилось. А пропорции, что я вам показал давеча, когда замешивал тесто,
те же самые. Но я муку сегодня другую пользуюсь, чем обычно. Так, беру теперь сыр и сверху сыром пройдемся. И сделаем такой жгутик. Делаем пополам. И на 3 части. Вот таким образом я складываю все на противень. Немножко приплюснем. Вот таким образом. И теперь она сейчас минут 20 стоится, пока у нас духовка нагреется. И тогда я вам покажу, что дальше делать. Итак, духовка у меня нагрелась. Первая партия у меня здесь отдохнула, отстоялась немножечко, подошло еще. Мы сейчас я болтушкой так пройду. Это яйцо, желток с молоком. Я буду выпекать одну противень в одно время, потому что я обратил внимание, когда я 2 противни отправляю в духовку, то у меня первая противень быстрее выпекается, чем вторая. И вторая занимает побольше времени. Так. И немножечко я посыплю кунжутом сверху. Итак, эта противень идет у меня в духовку 180 градусов 15 минут с Богом. Первая партия вышла у меня с духовки. Сейчас я быстренько водой пройду, накрою чистеньким полотенцем и пускай отдыхает. Водой прохожу, чтобы она мягкая была. Ну, вот такой результат получился. Выглядит аппетитно, но получилось обалденно вкусно. У меня еще одна противень выпекается, но я просто хочу вам показать, что на самом деле получается у меня. Итак, сегодня с вами поделился идеей к выпечке. А именно, я сегодня сделал булочки с сыром к чаю. Получилось обалденно вкусно. Всего по количеству теста у меня получилось 4 противни. На каждую противень по 12 булочек. Я вам показал, в салатнице у меня там 3 противни. Еще одна противень у меня выпекается, выйдет из духовки через 10 минут. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое. Почему бы и нет. Вы так обрадуете свою семью, своих близких, своих друзей. А на этой аппетитной ноте хочу прощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.